Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как приготовить самодельный сахарный колер для производства домашнего коньяка. У меня есть полуготовый домашний коньяк, сделанный из виноградного самогона, который настоялся 2 недели на дубовых щепках обожженных. Вот он приобрел такой цвет, но мне хочется, чтобы он стал темнее и цвет был более похож на благородный напиток. Поэтому сейчас мы сделаем сахарный колер для его подкрашивания. Для этого нам понадобится 200 грамм сахара, 200 грамм бутилированной воды и 12 крупинок лимонной кислоты. А также коньяк, которым мы будем разбавлять этот колер. В первую очередь необходимо смешать в равных пропорциях сахар и воду бутилированную. У меня 200 грамм того, 200 грамм того. Теперь необходимо их соединить и хорошо размешать в эмалированной посуде. Посуду можно брать любую, но желательно не самую ценную, чтобы не ругалась жена. Хорошо перемешиваем до полного растворения сахара в воде. После полного растворения сахара поставим посуду на огонь. Сначала можно на большой, чтобы она закипела. Как только закипит сироп и появятся пузыри, сделаем самый минимальный газ, чтобы сахар не пригорел и не было жженого горького привкуса. И постоянно помешиваем сироп, чтобы он не пригорал. Сироп стал прозрачный, как обычная вода. Ждем появления пузырей. Вот появились пузыри, и уменьшаем газ до минимума. Теперь необходимо сделать так, чтобы вся вода выкипела и ни в чего не пригорело. Оптимальная температура 180-200 градусов, поэтому контролируем процесс минут 15 до потемнения сахара. Вот сироп уже готов. Он стал такой темный, имеет цвет не очень крепкого чая. Выключаем сироп и ждем, пока он остынет до комнатной температуры. Хорошо перемешиваем. Появился приятный ванильный аромат. Вот он горячий, хорошо течет, а когда загустевает, становится как карамель, твердый. Ждем, пока он остынет до комнатной температуры. При остывании сахарный сироп становится твердый и тягучий. Я не буду ждать полного остывания. Сейчас примерно 50 градусов еще осталось, у него 60. Это хорошо, потому что мы сможем хорошо разбавить в нем алкогольный напиток. Я уже профильтровал с помощью марлевого фильтра свой коньяк. Теперь нальем 150 мл, можно 200. И хорошо размешаем это количество алкоголя в сиропе. Добавим лимонную кислоту. Я добавлю в свой коньяк немного лимонной кислоты, 10-12 кристалликов, для того, чтобы этот напиток лучше растворился в карамели. Совсем чуть-чуть. Хорошо перемешаем. Теперь выливаем этот коньяк в колер и ждем, пока все растворится. Карамель стала почти твердая. Будем ее размачивать. Если не получится сразу растворить, то слегка можно нагреть несколько минут на печи эту смесь, для того, чтобы колер слегка размягчился. Я немного подогрею колер, чтобы он стал мягче. Греем очень осторожно, чтобы не загорелся спирт, потому что это пожароопасно. Буквально пару минут на минимальном огне. Вот карамель стала мягче.
снимаем с огня и начнем интенсивно размешивать карамель в алкогольном напитке. Вот карамель почти растворилась, немножечко осталось, но мы уже не будем мучаться, потому что на это все ушло примерно полчаса. Теперь необходимо понизить градус этого напитка, колера. Для этого возьмем 100 грамм воды и опустим градус примерно до 20. Хорошо перемешаем. Теперь нужно взять какую-нибудь стеклянную чистую банку и налить туда этот колер на хранение. Он получился такой вязкий и очень насыщенный. На дне почти ничего не осталось. Теперь начнем эксперимент по подкрашиванию коньяка. Здесь в бутыле 3 литра. Цвет желтый, а я хочу сделать коричневый. Возьмем шприц и отмерим примерно пол кубика на этот бутыль. Выльем и проверим. Цвет пока не меняется. Аромат стал немножечко с запахом чернослива. Я хочу сделать еще темнее, поэтому возьму еще полкубика на 3 литра коньяка. В конечном итоге, после добавления 4 грамм на 1 литр, у меня получился такой насыщенный коньяк, который имеет глубокий цвет и приятный аромат ванили. Готовый кулер необходимо хранить в темном прохладном месте. Он не испортится. За ночь видно, что вся карамель растворилась, и он стал еще более насыщенный. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как сделать сахарный колер для домашнего коньяка. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.